Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тем, кто не подписался, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами, как обычно, по традиции, начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас с вами на календаре 5 января, киевское время, 17 часов. Итак, оперативная обстановка. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных удара, 13 авиационных ударов и 68 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка, Курахово Донецкой области, Никополь на Днепропетровщине и Херсон. Есть пострадавшие, тяжело раненые и погибшие среди мирного населения. Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины. Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии фронта. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка Луганской области и Белогоровка, Солидар, Красная Гора, Выемка, Подгородная, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяная, Красногоровка, Веселая, Марьинка и Польша на Донбассе. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях из всех видов артиллерии обстрелят минометы. Даже они применяют теперь танки, но танки ведут огонь как артиллерия с закрытых огневых позициях. То есть это не прямые выстрелы из танков, а с закрытых огневых позициях они ведут прицельный огонь из танков. И дальность, такая дальность, я напомню, что танки могут стрелять от 9 до 12 километров, как артиллерия с закрытых огневых позиций. Это, конечно, расточительство, я бы даже так сказал, потому что ресурс ствола танка очень ограничен по сравнению с гаубицей. Но, тем не менее, они это применяют. Мы применяем такой вид стрельбы из-за безысходности, потому что нехватка артиллерии. Поэтому у нас танкисты выполняют иногда задачи огневой поддержки пехоты в качестве вместо артиллерии. Вот. Но они, видимо, и либо нехватки артиллерии, либо им все равно, выйдет из строя ствол танка или не выйдет, исчерпает он свой лимит настрела или не исчерпает. На Купянском и Лиманском направлениях идут позиционные бои, обмен огневыми ударами с обоих сторон. А вот на Бахмутском направлении враг активно продолжает давить по линии Яковлевка-Солидар, Подгородная. За последние дни противник имеет успех на юго-востоке от Яковлевки в Бахмутском и на окраинах Подгородного. Есть незначительные успехи со стороны противника. То есть они продвинулись на несколько сотен метров. Вот это тот успех, который они на сегодня имеют. Также враг взял под контроль здания в Бахмутском лесу. Там есть такие постройки. И, кстати, основные боевые действия идут вот именно в этих посадках. Они пытаются захватить посадки, лесополосы и лесопосадки вокруг города для того, чтобы его обойти. И потом уже в этих лесопосадках они стараются накопить резерв. И дальше штурмуют уже непосредственно город и сами жилые кварталы. Также идет активный штурм окрестностей Клещиевки с севера, с юга и с востока. С трех сторон этот населенный пункт штурмуют российские войска. В основном, конечно же, наемники частной военной компании Вагнера.
В самом Солидаре точная линия фронта пока неизвестна. Там идут ожесточенные бои. Линия фронта колеблется, и на сегодняшний день точно определить ее нельзя. Если где-то линия стабилизируется, мы сразу же об этом с вами узнаем. Авдеевское направление без изменений, но попытки найти слабые места в обороне Авдеевки продолжаются. Попытки пойти на Невельское для врага оказались неудачными. То есть в самой Авдеевке противник пытается проводить разведку боем, причем очень малочисленными штурмовыми группами, до 10 человек. То есть до отделения мотострелкового они пытаются выявить слабые места в обороне наших войск. Ничего у них не получилось, попытки безуспешные, мы все их отбиваем. Но они пытались еще штурмовать, наступать в направлении Невельского. Все попытки противника были отбиты, они понесли потери и откатились на исходное положение. В Марьинке там наши стали в жесткую оборону. Противник ищет альтернативу, то есть они поняли уже, что Марьинку они не пройдут, центр города они взять под контроль не могут, поэтому основные усилия в районе Марьинки они перенесли севернее населенного пункта Марьинка, и теперь там пытаются пробить нашу оборону для того, чтобы обойти Марьинку с севера. На данный момент противник успеха не имеет. Наша оборона, наши защитники успешно отбивают все попытки штурма российских оккупационных войск. Новопавловское направление без изменений, позиционные бои, обмены огневыми ударами артиллерии и авиации. Запорожское и Херсонское направление огневого воздействия подверглись более 45 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Обстрелы были как начиная с танков, минометов, всех видов артиллерии, плюс на некоторых участках применялась авиация. Идет принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле Российской Федерации. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кстати, очень странно, потому что мы же помним с вами, почти год назад еще Путин издавал указ о том, чтобы упростить процедуру получения российского гражданства на оккупированных территориях Украины. А тут, видите, оказывается, все равно 30 суток и сокращают сейчас до 10. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образца Российской Федерации. То есть, что они пытаются сделать? Они пытаются максимально быстро интегрировать эти территории в Россию, чтобы потом это же вот уже смотрите, номера российские, права российские, паспорта российские, это Россия. Они глубоко ошибаются, потому что я так понимаю, что все, кто признает Российскую Федерацию на этих территориях, будьте готовы либо нести ответственность, если вы бывшие граждане Украины, либо за коллаборацию, либо чемодан, вокзал, Россия вместе с российскими войсками. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 авиационных ударов по районам сосредоточения противника, живой силы, его техники и вооружения, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитно-ракетных войск воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет К-52 и беспилотники оперативно-тактического уровня типа Орлан-10. Воины ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов. Кстати, надо отметить, что наши пограничники, которые тоже держат оборону в составе сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Есть информация, ждем пока подтверждения от Генерального штаба, но тем не менее есть информация, что они не только отбили атаки российских оккупантов на своем участке, но и очень сильно потеснили и практически выбили их за околицы
населенного пункта, то есть на своем. И сейчас артиллерия там наша артиллерия активно прорежает резервы. Скорее всего, эти два склада боеприпасов, они примерно в это, потому что там от огня артиллерии у нас зафиксированы детонации боеприпасов российских войск на этих направлениях. Вот такая вот, да, еще забыл сказать, по Черному морю ситуация не изменилась. По Азовскому тоже, то есть носители ракет «Калибр» в акватории Черного моря и Азовского морей не наблюдается. В Средиземном море и ситуация по кораблям российских военно-морских сил остается без изменений. Как была, как они были, так они там и дрейфуют. Вот такие вот военные новости, или точнее такое положение войск на линии фронта от Харькова до Херсона на данный момент. Ну а теперь несколько военно-политических новостей, которые сложились в Украине и вокруг нее. И хочу начать с такой, наверное, новости, которая сегодня волнует всех. Вы знаете, что сегодня Реджеп Таyyip Эрдоган, президент Турции, провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Путиным. Пока что вторая часть его инициативы провести телефонный разговор с президентом Зеленским нет пока данных, но по разговору с Путиным никакой сенсации не произошло. Я не понимаю, зачем. Эрдоган прекрасно знает политическую позицию Украины, что единственный вариант переговорного процесса с Россией это наступает в тот момент, когда нога последнего российского солдата покинет территорию Украины в границах 1991 года. Он это прекрасно знает. Он опять проявляет инициативу. Ну, я уже говорил вам вчера об этом, о том, что понятно, что он хочет себе заработать политические баллы. Он проявляет инициативу, и что мы слышим? Путин говорит: я готов и открыт к переговорам, но мы столбим территорию. Все. Ну, о чем можно тогда разговаривать? Позиция сторон абсолютно диаметрально противоположная. Путин хочет застолбить всю территорию, которую он захватил на данный момент. Ну, Путин четко говорит, на условиях Российской Федерации, начиная с того, что все, что мы завоевали, это наше. Вот, Украина нейтральная страна, в НАТО мы не вступаем и так далее и тому подобное. У нас четко и понятно пункт номер 1. Полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года. Пункт номер 2, читай пункт номер 1. Вот такое у нас условия или такой порядок начала переговорного процесса между Украиной и Российской Федерацией. Вот. Причем, смотрите, еще такое, обращу внимание, такой цинизм. Они теперь заговорили, давайте типа рождественское перемирие. То есть, когда мы предлагали рождественское или новогоднее, об этом даже никто слышать не хотел. Ну, в принципе, мы и не предлагали, но такие разговоры велись в Украине. Неплохо было бы, может быть, объявить. Но Россия тогда сделала вид, что нет. А сейчас Гундяев, который там себя называет Кириллом, патриархом, предлагает якобы перемирие. Они могут в одностороннем порядке прекратить огонь. Но мы продолжаем бороться за свою территорию, за свой суверенитет. Вот такая вот новость, которая, в принципе, вы знаете, кроме нервотрепки, больше ничего нам не несет. Почему? Потому что мы всегда на любую попытку разных политических деятелей возлагаем какие-то надежды. Всегда. Почему? Потому что они имеют возможность вести переговоры на самом высоком уровне. Ну, а потом наступает вот такое вот разочарование. Тогда и сразу задаешься себе вопросом, а смысл был затевать это? Кстати, там вторым и третьим вопросом был вопрос безопасности, они обсудили, но не уточняется, какие вопросы безопасности между Россией и Турцией, и зерновую сделку. Опять же,
Коммерческие интересы превыше всего. И зерновую сделку они опять обсуждали. Тоже не уточняется, в каком контексте и до чего договорились. Далее. Наши подразделения приземлили несколько с помощью радиоэлектронной борьбы, вот этих противодроновых ружей там, и других средств, приземлили беспилотник Орлан-10. Это основной беспилотник оперативно-тактического уровня Российской Федерации. И в принципе он всегда был разведывательным беспилотником. Но вот 4 января приземленный, то есть вчера, выяснилось, что есть модернизация. Он становится ударным. На данном беспилотнике было 2 кассеты с боеприпасами. Это ВОГи для выстрелы для подствольных гранатометов. 2 кассеты по 10 выстрелов были уже прицеплены к этому Орлану. То есть он может потихонечку становиться разведывательно-ударным, может сыпать вот этими ВОГами по нашим позициям. Вот такие вот изменения и модернизации. Но в принципе это как бы полбеды. Хорошо, что это не шахеды и не баллистические ракеты, которые там обещает Иран поставить Российской Федерации. Но пока только обещает. Надеемся, что не поставят. В Российской Федерации началась полемика по поводу конфискации активов. Дело в том, что я уже говорил вам, что страны Запада разрабатывают механизмы и хотят создать прецедент для того, чтобы можно было, есть такое понятие прецедентное право, если один раз это случалось, значит это можно повторять. Если объяснять самым простым человеческим языком. Есть такая штука в юриспруденции. Так вот, хотят создать прецедент, как можно конфисковать замороженные активы. Потому что суммы замороженных активов в России, в различных странах там колеблются от нескольких миллионов долларов или евро до нескольких десятков миллиардов долларов или евро. Плюс есть недвижимость и все остальное. Естественно, в Российской Федерации особенно чиновники возмутились. Глава Государственной Думы Володин пригрозил, что Российская Федерация начнет зеркальную конфискацию иностранных активов на территории Российской Федерации. В принципе, этого и следовало ожидать. Я вам говорю, что те, кто умный и думает, из иностранцев давно своих активов российских поизбавлялись. Во всяком случае, на период введения боевых действий между Украиной и Россией. Поэтому это процесс неизбежный, все равно будут конфисковываться активы. Все равно надо будет заставлять Россию выплачивать репарации. Поэтому у кого еще есть... Конечно, если некоторые компании иностранные, например, немецкая Метро, наоборот, там на Новый год такую агрессивную, я бы даже сказал, проводит маркетинговую кампанию по расширению своей клиентской базы. То есть, я так понимаю, Метро не собирается уходить с российского рынка. Наверное, надеется договориться с Путиным, чтобы их активы, это же немецкая компания, ее активы тоже могут быть под угрозой. Но они оплачивают рекламу и прессингуют. Приходите, карту получаете, ставьте приложение, получите там привилегии в плане покупок в магазине Метро. Такое вот противостояние начинается между Российской Федерацией и странами Запада. Началась опять конкуренция между странами Запада. Я говорил, что конкуренция это всегда хорошо, особенно когда она здоровая, честная, открытая, это очень хорошо. Франция наконец-то разродилась с решением о поставке нам легких колесных танков и бронетранспортеров «Бастион». Бронетранспортер «Бастион» он есть в нескольких модификациях, от модификации 4х4 с пулеметом 12,7 крупнокалиберным, и есть модификации 6х6. Но есть еще модификация вот этого бронетранспортера «Бастион» как колесная база в формуле 6х6, то есть это трехосный полноприводный, с башней
и с пушкой 105 мм. Его называют легкий колесный танк. Имеет противоосколочную броню, может перевозить от 8 до 10, от 8 до 12 человек десанта или пехоты, в зависимости от модификации, развивает скорость до 110 км в час по шоссе и запас хода до 500 км. Так вот, но я вам скажу, что это не быстро произошло. Дело в том, что заявка на поставки нам этих бронетранспортеров «Бастион», особенно в версии легкого танка, было подано в июне месяце. Представьте, с июня месяца французская государственная машина принимала решение. То есть они прокрутили всю эту бюрократическую процедуру, и сейчас решение на выходе. На выходе они готовы дать разрешение на поставки этих танков. Но это подстегнуло Германию. Опять-таки мы вспоминаем Олафа Шольца, который не отказал нам в поставке леопардов вторых. А теперь немецкое правительство, увидев реакцию Франции, говорит, что давайте обсуждать поставки танков в Украину. Ну, я бы это охарактеризовал, например, наша песня «Гарна нова, починаем її знову». Вот. Будем надеяться, что в этот раз песня закончится хэппи-эндом и действительно немецкое правительство преодолеет сопротивление Олафа Шольца, канцлера Германии, и танки «Леопард-2» все-таки попадут в Украину, в состав вооруженных сил Украины. Соединенные Штаты тоже зашевелились в этом же отношении, хотя сначала, по-моему, Вашингтон-Пост писала о том, что Белый дом не рассматривает по заявлению Белого дома поставка танков Абрамс М2 не рассматривается в Украину, но после, видимо, это тоже стало толчком. Вот то, что французы наконец-то приняли такое решение, и уже администрация сначала заявила, Вашингтон-Пост писала, да, про это, администрация заявила, что нет, а теперь уже в Белом доме и говорили, что по техническим причинам. А сегодня уже есть информация, что Джо Байден готов обсуждать поставку танков в Украину. Ну, у американцев мы понимаем, это Абрамс, либо в версии М1, либо в версии М2. Вот. Скорее всего, речь идет о версии М2. Так что посмотрим, может быть так случится, что в ближайшее время и все три страны, и Франция, и Германия, ну Франция уже дает, это уже понятно, а вот Германия и Соединенные Штаты, может быть, присоединятся к передаче нам тяжелой бронетехники в виде танков «Леопард» и «Абрамс». Это было бы очень хорошо и очень-очень кстати. Также хочется отметить и стремление Белого дома помешать Ирану передавать нам ракеты и производить дроны. Но начнем с того, что на днях, а именно позавчера, произошел пожар именно в Иране на том заводе, который собирает дроны «Шахед», типа «Шахед» и «Маджахед». Это первый момент. Не знаем, насколько там ущерб заводу и повлияло ли это на производственные мощности и на производственный процесс, но тем не менее такой факт состоялся. Дальше. Соединенные Штаты ведут активную работу. Вот пишет Рейтер, что они разбираются, какие фирмы, комплектующие каких фирм были в составе этого дрона. Помните, да, я вам говорил, что 90% оказалось комплектующих, точнее 40% комплектующих оказалось импортные фирмы. И из них 90% это американские. Вот. А Соединенные Штаты разбираются, как это попало к Ирану. И дальше оценивают или готовят свои шаги в плане наложения санкций или предотвращения попыток покупки этих комплектующих Ираном через какие-нибудь серые или черные схемы или под видом товаров двойного назначения.
Ну и еще хотелось отметить, российская пропагандистская машина, я уже говорил вам об этом, меняет свой курс, они пытаются превратить эту войну в народную. То есть вставай, страна огромная, по такому принципу. Иди и умирай, деды воевали, иди воюй, деды умирали, иди умирай. Вот по такому принципу они теперь разворачивают свою пропагандистскую машину. Они стараются понизить ценность человеческой жизни. То есть уже пропаганда говорит, что человеческая жизнь переоценена. Ну, если переоценена, берите ружбайку и идите на фронт. Или идите застрелитесь, если жизнь человека, по вашему мнению, переоценена. Но, тем не менее, они пытаются, что они понимают, что идеологии пока нет, но они говорят, теперь надо отомстить за погибших товарищей. А чего товарищи поперлись в Украину, они пока об этом не говорят. И Путин уже там подписывает целые инструкции, как отвечать на критические замечания в адрес вооруженных сил или в адрес Министерства обороны. И как объяснять необходимость идти на фронт. Так что сейчас мы увидим полное переобувание, переодевание идеологической или пропагандистской машины Российской Федерации в плане того, что вставай, страна огромная, НАТО пришло в наш дом. Или НАТО рвется в наш дом. Поэтому надо идти воевать, погибать. И чтобы следующие поколения, может быть, жили хорошо. Ну и на пасашок я приберег такая очень интересная новость. В Москве началась паника и брожение между элитами Москвы. А элиты боятся восхождения звезды Пригожина. Пригожин сейчас звезда московского российского истеблишмента или политикума. Он везде, его видео его бойцы оскорбляют в самых матерных выражениях государственных чиновников высшего ранга, то есть даже министров. Пригожин пиарится, где он выступает перед ранеными и инвалидами своих частных военных компаний. Нарратив очень, очень интересный. Типа, у тебя что, ногу оторвало, да? У тебя железный протез? Да, возвращайся к нам. Еще раз наступишь на мину, железку оторвет, мы тебе новую приварим. Реально, это то, что Пригожин говорит вот этим пострадавшим бойцам ЧВК Вагнера, то есть своей частной армии. Возвращайся, все равно воюй. Вот. Теперь он уже, кстати, с милостыни отпускает на свободу тех, кто якобы закончился контракт. Вот мы говорили, что нет ни одного такого. Оказывается, вот раз, и видите, как Пригожин быстро реагирует. И самое главное, что у него прямой канал с Путиным. Вот что волнует российских политиков и чиновников, что, видимо, Пригожин как-то так смог достигнуть такого успеха, и они теперь побаиваются. У него за плечами целая армия, причем очень боеспособная. Причем у него есть поддержка среди Министерства обороны в лице Суровикина, и у него есть поддержка в лице Кадырова внутри самой Российской Федерации. Вот такая вот новость пришла из Кремля, что там народ занервничал, очень сильно занервничался. Вот. И причем это уже когда волнения вышли наружу. То есть первые ласточки были в октябре-ноябре, когда люди в администрации президента увидели, что Пригожин напрямую общается с Путиным. И сегодня Пригожин фактически атакует государственные учреждения с революционных позиций, в том плане, что вы все тут тупые и неотесанные, я вас научу, как надо управлять страной, как надо воевать и так далее. И в таком контексте. Вот. Но, кстати, все это привязывает к боевым действиям. Если положение вооруженных сил России на поле боя начнет ухудшаться, то есть мы начнем проводить контрнаступательные действия, и они будут иметь успех, на что мы очень сильно надеемся, то в Кремле, наверное, начнется уже открытая борьба за власть. Вот такая вот новость на пасашок. Башни Кремля зашевелились. Когда-то мы говорили, вот там возрастает турбулентность среди башен Кремля. Теперь я скажу так, что, наверное, на территории Кремля рождается уже маленький ураган.
вот, или торнадо, маленькое торнадо. Во что оно разрастется, кого оно втянет в свою воронку и чем это все закончится, кого разбросает по углам и кустам, ну, будем с вами наблюдать. Но процесс, я так понимаю, уже начался. Дележ власти начался. Ну что ж, на этом первую часть нашего видео, это военные и военно-политические новости в Украине и вокруг нас, мы закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И, конечно же, продолжим мы с вами по традиции. Это ответ на те вопросы, которые вы прислали. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. За счет чего, по-вашему, достигается точность попадания? Наверное, качество орудия, которое изнашивается с каждым выстрелом. Ну вот насчет, наверное, качества орудия, которое изнашивается с каждым выстрелом, не совсем... ухудшается с износом, с каждым выстрелом качество ухудшается. Смотрите, точность ведения огня из любого артиллерийского орудия зависит от точности и правильности учета поправок. А поправки в артиллерии считаются на все. Начиная от износа канала ствола, правильно, это есть такая поправка, ее тоже надо учитывать. И заканчивая там метеоусловиями. Плюс даже учитывается то, что, допустим, если низкие температуры, температура ниже 0 и ниже, то первый выстрел из любого орудия считается прогревочным. То есть он может дать отклонение даже при правильно и полностью учтенных всех поправок. Баллистических поправок, метеорологических поправок. Вот. Которые влияют на точность ведения огня. Только учет и неважно, какой изношенный ствол, не изношенный, ну, теорию вероятности вы не победите, потому что эллипс рассеивания снаряда в районе цели, он будет всегда. Но вероятность рассеивания и кучность попадания снарядов с каждым выстрелом будут, если поправки учтены правильно и в полном объеме, будут минимальными. То есть будут ложиться как можно ближе к центру цели. Центр цели — это те координаты, по которым вы определяете данные для стрельбы. Ну, еще раз говорю, давление влияет, температура влияет, скорость ветра влияет. Причем скорость ветра надо учитывать по высотам, температуру надо учитывать по высотам. Баллистические характеристики, износ канала ствола влияет. Там, ну, все, поправок очень много. И чем точнее и больше, каждые 15 минут надо менять метеобюллетень. Уточнять, точнее, метеопоправки на погодные условия. Если это не делается, значит точность падает. Вот за счет чего достигается в артиллерии точность. Так, сейчас немножко... Итак, следующий вопрос. Это почему крылатыми ракетами бьют только днем? Дело в том, что порядок применения могут бить и ночью. Все зависит от готовности и умения наносить огневые удары или совершать пуски ракет в ночное время. Дело в том, что крылатые ракеты в основном морского воздушного базирования. Морского осталось очень мало, калибры. Поэтому огневые налеты в основном происходят днем, когда экипажи могут спокойно подняться в воздух, выйти в район ракетного удара и потом спокойно приземлиться в светлое время суток.
Если бы экипажи были подготовлены для работы в ночное время, значит они бы наносили и в ночное время эти ракетные удары. Потому что, допустим, для кораблей там особой разницы нету, что день, что ночь. Там единственное, что может влиять, это погодные условия, чтобы не было шторма, потому что в штормовом море ракетные пуски довольно затруднены и вызывает повышенный риск в плане мер безопасности во время пусков ракет. Хотя война как бы может списывать или нивелировать любые риски. Поэтому в основном дневное время именно из-за подготовленности средств применения или средств для пусков этих ракет, а именно экипажи вот этих стратегических бомбардировщиков. Не такие они уже и супер подготовленные, видите, как оказывается на деле, как их пиарит российская пропаганда. Вы говорите о нехватке командиров взводов и так далее. Пожалуйста, расскажите, как этот вопрос решался во время Второй мировой войны. Очень просто. Тогда нашли порядок решения этого вопроса. Его, кстати, решили еще до начала Великой Отечественной войны, точнее, до начала Второй мировой в Советском Союзе. В Советском Союзе создали полковые школы. И они были до 50-х годов, по-моему, пока эти полковые школы не были заменены учебными подразделениями. Так называемые были созданы учебные дивизии, где готовили, допустим, сержантский состав. Но, кстати, полковая школа имела очень хороший успех и имела очень хорошее качество подготовки сержантского состава. Почему? Потому что командир полка был кровно заинтересован в обучении этих молодых сержантов. Была учебная рота в каждом полку, и каждый полк сам себе готовил сержантов. Там были офицеры, которые их обучали. А офицерские кадры, вот командир взвода, самая востребованная категория во всех армиях мира и самый, будем так говорить, большой дефицит офицера в этой категории, он достигался во время Второй мировой войны в Советском Союзе, он достигался или гасился за счет ускоренных курсов. Были курсы младших командиров и 3 месяца. 3-месячные курсы младших командиров, и выходили младшие лейтенанты, которые приходили на должности командиров взводов. Вот за счет массовости они решали задачу кадрового состава. Качество, конечно, вот этих офицеров, именно офицеров, было довольно низкое. Если полковые школы еще как бы для себя старались, и сержанту 3 месяца, я считаю, что в принципе вполне было достаточно, то для офицера 3 месяца это было, конечно же, недостаточно. Вот. Поэтому, с одной стороны, как укомплектованность вопросы они частично закрывали, не в полном объеме, сразу скажу, но что-то закрывали. А вот в сержанты они, в принципе, покрывали потребности частей, потому что части готовили к себе сами. Вечір добрий. Розкажіть, будь ласка, за наших снайперів, які кількості вони у нас є і взагалі, як їх використовують. Я вважаю, що це дуже сильна і функціональна ланка наших Збройних сил. Я завжди вважав, що чим більше снайперів снайперських підрозділів, тим ефективніше буде підтримка наших військ. Дякую, слава Україні, Крапивницький. Ну, во-первых, количество снайперов вам никто не скажет, это секретная информация. Это вопрос уже там организационно-штатной структуры, что имеет гриф секретно. Поэтому, но скажу так, что занадто, то недобре. Есть разумная достаточность в количестве снайперов на количество войск. Дело в том, что снайперские подразделения, они существуют в определенных родах войск. В пехоте снайперских подразделений нет, сразу скажу. Там есть стрелок-снайпер. В каждом отделении есть 1 или 2, в зависимости от того, какое это отделение, какого рода войск, но есть стрелок-снайпер. Вот, который вооружен
винтовкой снайперской, естественно, с оптикой и со всем остальным. Это, как бы, будем так говорить, самая низшая ланка снайперов, и она самая распространенная. А вот специальные снайперские подразделения, они есть, естественно, в специальных войсках. Сколько их численность, вы нигде не найдете таких цифр. Еще раз повторюсь, это имеет гриф секретно. И да, они могут применяться как подразделениями на отдельных участках, так и, как правило, снайпера действуют парами или одиночками. Тут все зависит от уровня подготовки и от задач, которые ставятся этим снайпером. Потому что может быть задача выбивать личный состав, может быть задача выбивать командный состав, может быть задача выбивать, допустим, специальные средства с передней линии противника. Да, не удивляйтесь, но, допустим, снайпер очень легко может выбить там приборы наблюдения, квантовые дальномеры или там другие приборы, которые используются на передней линии для наблюдения и ведения разведки за нашими войсками. Известны ли места базирования самолетов А-50? Можно ли достать их там нашими средствами? Спасибо, Корзунов, город Черноморск. Да, конечно, мы знаем аэродромы приписки, где базируются самолеты А-50. Мы даже знаем, сколько их на сегодняшний день в составе вооруженных сил Российской Федерации. И даже знаем, сколько из них летающих на крыле, а сколько не летающих. Или, допустим, технически они исправны или неисправны. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я так понимаю, что до А-50 у нас еще пока не дошли руки для того, чтобы нанести удары по аэродромам, где они базируются. Поясню ситуацию. Мы сегодня с большим трудом, мы не знаем, кто, точнее, не мы. Я оговорился. Кто-то добрался до аэродрома в Энгельсе. Вот. Почему? Потому что этот аэродром критически для нас важен. Это основная база стратегических бомбардировщиков, которые производят пуски ракет. Сегодня, понимаете, разведка целей, то, что А-50 разведывает цели, да, понятно, что он влияет на качество ракетных ударов, которые производит Российская Федерация по нам. Но отсутствие А-50 не остановит массированные ракетные удары. Можно брать координаты целей из карты. Почему? Потому что, допустим, объекты инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, они стационарные, они нанесены на топографические карты, они нанесены на цифровые карты в Гугле, допустим, в том же. Вы можете спокойно открыть и найти Google H, вот планета Земля, да, программа. Вы можете найти все и даже посмотреть визуально фотографии любого этого объекта. Поэтому важнее на сегодняшний день, важнее тем, что у нас имеется, уничтожить средства пусков ракет, средства их доставки к целям. Вот что важнее. А если будет такая возможность, или, допустим, останутся силы и средства после воздействия на стратегические бомбардировщики, если останутся силы и средства, то тогда можно перейти и к самолетам-разведчикам. Так что, как я сказал в самом начале, отвечая на этот вопрос, до разведчиков типа А-50 еще руки не дошли. Пока что нет силы и возможности, скорее всего, из-за нехватки средств воздействия на эти самоліти. Як би ви відзначили найважливіші, можливо, неочевидні, не спеціалісту зміни в тактиці та стратегії, впроваджені в Збройних силах України з початку війни? І які зміни ви передбачаєте відбудуться в цьому плане у близкому та далекому майбутньому? Главное достижение – это то, что мы сегодня осваиваем любые современные методики ведения боевых действий. Вот, кстати, две ярких методики было продемонстрировано в Харьковской операции и в Херсонской контрнаступательных операциях. Одна была рассчитана на маневр и скорость, и внезапность,
А вторая была основана, точнее не рассчитана, основана была на изматывании противника и выдавливании его в ультимативной форме. Или умрешь, или уйдешь. Вот вам, пожалуйста, такого в годы Второй мировой войны не было никогда. Кстати, Россия так и не освоила таких методик. Они продолжают воевать сами и пытаться нам навязать тоже позиционную войну. Там, где они могут это сделать, они нам навязывают. Ну, тоже Донецкое направление. Мы вынуждены вести сплошную оборону, позиционную оборону, как во Вторую мировую войну. Когда у нас появляется возможность, мы начинаем действовать более современными методами ведения войны. Вот в этом как бы наше преимущество. И вот это ноу-хау вооруженных сил Украины. Плюс мы применяем методики такие, как, допустим, в западных странах, когда порядок выполнения задачи, поставленной задачи определяет командиры среднего звена, то есть ротные и командиры рот, батальонов. А старший начальник, его задача не только отдать приказ, но и обеспечить его выполнение на самом деле, когда говорят, что мы можем выполнить эту задачу при вот таком поддержке, обеспечении и так далее и тому подобное. И старший командир либо это обеспечивает, либо меняет условия задачи, огневой задачи или боевой задачи. Вот в этом как бы новые методики. И у командира младшего звена есть право выбора, не так, как в советской армии, что есть приказ ни шагу назад, там стоять насмерть или там еще какие-то приказы, которые не дают возможности для принятия решений командиру на местах. То есть они исключают какое-либо решение или изменение решения старшего начальника. У нас такого нет. У нас это может командир, имеет возможность маневра в решениях, но в общем он обязан выполнять поставленную задачу. Если же есть условия, которые не дают ее выполнить, соответственно, у него есть возможность принять решение в рамках сложившихся обстоятельств. Такого раньше никогда. Это ноу-хау. Это практически новые методики ведения боевых действий. То, чего, допустим, нету в российской армии. Ну а в перспективе нам надо закончить структурирование вооруженных сил. Мы его, кстати, не закончили. Там аж до конца 2022 года мы должны были закончить организационно-штатную реформу в вооруженных силах Украины. Мы ее не закончили. Поэтому это перспектива ближайшая. А в будущем у нас надо делать полное техническое переоснащение армии. Полное. От пистолета до самолета. Надо уходить со старого советского, потому что источники пополнения этого вооружения только остается Российская Федерация. Вот. И надо либо принимать решение разрабатывать свое отечественное вооружение, либо покупать у западных партнеров для того, чтобы уходить под их стандарт и интегрироваться в их общую систему коллективной безопасности. Ну и главная тенденция, на мой взгляд, это роботизация. То есть роботы в воздухе, на земле и на воде, и под водой будут роботы. И чем их будет больше, тем воевать нам будет легче. Питання. Як би ви відзначили почему-то два раза один и тот же вопрос. Промелькнула информация, что противник на Бахмутском направлении начал применять установки, излучающие электромагнитную энергию высокой мощности, которая выводит из строя любую технику. Как я понимаю, электронику в этой технике. А без электроники любая техника не работоспособна. Что вы об этом знаете и как этому противостоять? Ну, вы знаете, я скажу так, что я знаю, что энергетические пушки, так называемые, вот то, что вы говорите, когда пучок энергии узконаправленный выводит из строя там, бортовые приборы и электронику какой-либо техники. Так вот, эти научно-исследовательские программы доступны только
ведущим странам мира. Причем они сейчас очень сильно затормозились и почти везде свернуты. Этим занимался Израиль, этим занимались Соединенные Штаты. Но этим никак не занималась Российская Федерация. Я не знаю примеров, чтобы у них велись разработки энергетического оружия. Они лазерное оружие, да, они пытались разрабатывать, но их лазерная пушка осталась на, будем так говорить, в зачаточном состоянии. На сегодняшний день даже Соединенные Штаты свернули программу лазерных пушек. Поэтому это что-то из области фантастики. Я не слышал таких примеров, чтобы они применяли. Я знаю, что с помощью радиолокационных станций, типа изделия «Рысь», там АРК-1, изделия там положения, это тоже артиллерийская станция, бортовой радар комплекса ОСА своим электромагнитным излучением могут сбивать дроны. Вот, выводить из строя, если дрон попадает в луч и достаточная мощность луча, то есть удаление РЛС от дрона довольно небольшое, то тогда, да, бортовая схема дрона сгорает и дрон просто падает. Дрон, беспилотник, тут неважно что. Вот это, да, я слышал, но это никак не относится там, к каким-то оружиям, средствам и методам. Кстати, обратите внимание, металл и броня, она защищает даже от радиации. Вот чем толще броня, тем меньше радиации проходит через нее. А электромагнитное излучение тем менее проходит через нее. Поэтому для бронетехники это вообще вопрос нерешаемый, чтобы электромагнитное излучение или сверхвысокочастотное излучение от РЛС могло или от какой-то специальной станции могло пройти бронетехнику и вывести из строя электронику, которая находится внутри брони. Так что нет, у меня во всяком случае таких сведений нет. То, что я знаю про влияние радиолокационных станций, некоторых радиолокационных станций на дроны, да, оно есть, я вам рассказал. Ну а про оружие, тем более в Российской Федерации, нет, энергетическое оружие я не слышал, чтобы Россия вообще даже разрабатывала. У меня к вам такой вопрос. Франция анонсировала нам передачу легких колесных танков AMX-10 PC. Посмотрев на танки остальных партнеров, назрел вопрос, почему такая разница в комплектации танков у членов НАТО. Те же леопарды, итальянские ариеты, королевские Чентаура и французские леклерки. Это быстрые танки без брони, в кавычках без брони, потому что защита по большей части от автопушек, а американские и британские танки это более тяжелые машины с комбинированной броней, но не такие шустрые. Нужны ли нам такие легкие танки в наших войсках, которые заточены под более медлительные танки с динамической защитой, или же для нас будет лучше Абрамсы? И такой вопрос. Если вы как военный человек знаете, почему в Советском Союзе делали упор не на мобильность танка, не считая Т-80 серии, а на его защиту динамической броней. Смотрите, дело в том, что тут в самом вопросе даже просматривается тенденция. Есть такая поговорка, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. И вот именно поэтому Советский Союз видел в танках ударную силу. А так как ударная сила это наступление предполагала, поэтому танк должен был быть хорошо бронированный, защищенный, что повышало его живучесть в наступательном бою. Не в оборонительном, а в наступательном бою. Вот. Поэтому, например, допустим, 34-ка чем славилась? Тем, что она была очень маневренная. Она доезжала до немецких позиций, потом разворачивалась и ездила вдоль позиций, давила немецкую технику и немецкие огневые средства именно гусеницами. Был такой вариант применения. Но 34-ке надо было быстро доехать до немецких позиций. А вот танк КВ,
особенно КВ-2. Он выезжал в нейтральную полосу, он выезжал вперед боевых порядков советских войск и просто методично начинал из своей пушки выбивать огневые средства в боевых порядках противника. А при этом ни одно средство немецкое не брало броню КВ. По нему лупили снаряды, они все рикошетили в основном. И вот так вот. Это, кстати, описано. Этот эпизод, эта тактика применения описана в произведении Пикуля «Площадь павших борцов». Посмотрите, кто интересуется. Так вот, вот почему, допустим, Советский Союз разрабатывал танки, средние танки, то есть до 50 тонн весом, но с активной и главной своей задачей ставили направление — это повышение живучести танка. Для этого надо было усиливать броню или как-то ее изменять. Применялась и композитная броня, и применялась многослойная броня. Потом придумали активно-реактивную броню и стали повышать живучесть танка. Европейские страны, Соединенные Штаты, в принципе, и по тому же самому принципу идут. По опыту той же Второй мировой войны. Бронированные танки, которые должны в наступательном бою иметь хорошую живучесть. Израиль идет по тому же. Вы посмотрите, израильский танк 70 тонн. То есть это тяжелый бронированный танк, который выезжает и расстреливает все, что есть. И не боится попаданий снарядов войск противника. А вот европейские страны пошли немножко по другому пути. Потому что они имели еще и колонии. Они были колониальными странами. А в колониальных странах им приходилось вести колониальные войны. А там очень большие просторы, и, как правило, местность открытая и хорошо просматриваемая. И тяжелый гусеничный танк, допустим, в условиях какой-нибудь африканской страны, он неэффективен. А вот колесный танк, легкий колесный танк, да, у него пушка чуть-чуть слабее, хотя там разница в калибрах буквально 15-20 миллиметров, не более того. 105 миллиметров и 125 миллиметров, то сколько? Или 115 миллиметров, то сколько разница в калибре? 10-20 миллиметров. Но зато колесный танк по формуле 6х6 по пустыне прет как сумасшедший. С огромной скоростью, высокоманевренный, легко разворачивается, наносит огневое поражение, может перевозить десант как на броне, так и в броне. Или вы пустите по пескам Сахары, пустите гусеничный танк. Далеко он уедет в песке? Нет, далеко. Кстати, война в Ираке это показала, американцы очень быстро перешли на колесные машины для огневой поддержки. А вот Мардеры, Брэдли и Абрамсы использовались уже во второй уже даже операции использовались очень мало. Они упор сделали на артиллерию и авиацию. Они поняли, что пехота на танке и пехота на гусеничной броне, нет, это не то. Поэтому хаммеры тогда еще были. Пошли хаммеры, потом появились хамвеи, и они стали садиться на колесную базу. Вот поэтому есть разница в направлении развития. То есть колониальные страны, они больше склоняются к легким, быстрым, маневренным танкам. Вот, а страны, которые ввели такие большие, участвовали в больших, Соединенные Штаты где участвовали? Во Второй мировой войне. А дальше у них были только спецоперации. Так вот, спецоперации они проводили в основном на колесной базе. Мало использовалась гусеничная техника. Ее проблематично и перевозить далеко. Вот, ее проблематично используют. Вот в этом состоит и разница. Советский Союз был такой же. Россия никуда не ушла. Россия даже не стала писать новый концепт в развитии танковых войск. Они остались на старом советском концепте и начали клепать. Вы посмотрите, что такое Т-90? Т-90 это глубокая модернизация Т-72. О чем мы тогда говорим? Вот. Т-80 БВМ это модернизация 80-ки советской. Вот. И все танки остались в тех же самых параметрах. То есть средний танк до 50 тонн с запасом хода в 500 километров. И что они делают? Они его постоянно обвешивают
ставят на него радиолокационные станции отведения управляемых снарядов, там, ставят динамическую защиту на него. Вот. Но нет, никто не идет на уменьшение веса, потому что броня нужна, живучесть нужна и так далее и тому подобное. Это просто разница в концептах, в подходах к развитию танковых войск в той или иной стране. Доброе время суток. Наши воины уже давно говорят о том, что рашисты, наверное, воюют под чем-то. Впервые об этом услышал еще от защитников Северодонецка. Рассказывали прям совсем безумные вещи. У меня к вам вопрос. Неужели наши эксперты, которые собирают трупы рашистов, не могут брать материал для доказательств этого факта? Мне кажется, такие доказательства заинтересовали бы многих. Спасибо за ответ. Я думаю, что доказательства уже давно есть. И я думаю, что точно знают, под какое вещество или какой препарат они принимают или им дают перед участием в боевых действиях. Но просто оно не придается огласке в рамках, допустим, оперативно-следственных действий для Международного уголовного трибунала. Вот и все. Это первый момент. И второй момент, а смысл? Хорошо, огласим мы, что они под наркотиками. Россия скажет, да нет. Понимаете, это же не Олимпиада, что спортсмена за наличие допинговых препаратов в крови его дисквалифицируют и отстраняют от соревнований. Здесь же никто не будет дисквалифицировать наемников ЧВК «Вагнер». И что огласим мы, что они под наркотиками. Это как-то повлияет на ход боевых действий? Нет, никак. Вы перекроете каналы, мы сможем перекрыть каналы поставок наркотических или средств или стимуляторов, которые они везут на передовую. Нет. Поэтому, то, что наверняка уже все анализы сделаны, отбор проб крови был взят и чем их нашпиговали, конечно же, уже те, кто надо, уже все знают об этом. Доброго вечера. Хочу спросить про чистку артиллерийских и РСЗВ стволов. Неужели до сих пор чистят вручную и не придумали никаких приспособ? И еще новые нарезные стволы проходят обкатку, как ручное оружие. Да, никто ничего не придумали, поверьте. До сих пор щетка банника круглая по калибру, штанги сворачиваем и полный вперед. Драят до блеска. И единственная разница в том, что стволы реактивных систем, они просто чистятся с применением керосина, положено керосин, тракторный использовать, обычно делают дизельное топливо берут, промывают, прочищают стволы и потом наносится специальная смазка для артиллерийских стволов с помощью щетки банника, так называемой. А вот в нарезных стволах или в гладкоствольных стволах, то есть в танках и в артиллерии, там еще применяется такой вид чистки, очень эффективный. Называется методом пробивки. Когда ствол сначала промывается с помощью керосина или дизельного топлива с щеткой банника, потом вставляется чурка деревянная, поленце по калибру выбранная, аккуратненько обтесанная, и оно оборачивается, края закругляются передние, и оно оборачивается достаточным количеством ветоши, и дальше с помощью длинного бревнышка тоненького его пробивают через ствол. В этом случае ствол идеальный, как зеркало. Потом тонкий слой смазки и фактически вы ствол почистили. Я думаю, вряд ли кто-то сегодня пробивает, потому что это время и физическая нагрузка для расчета. Я в свое время пробивал эти стволы на артиллерийских орудиях. Сейчас, скорее всего, ограничиваются чисткой, моечной чисткой с щетками банника, со штангами и нанесением смазки. А вообще положено после, допустим, каждой боевой стрельбы положено еще артиллерийские стволы чистить с помощью РЧС, раствора для чистки стволов. Это специальный химический раствор, который убирает медь,
от ведущих поясков, которая остается и дает окисел на внутренней поверхности ствола. Дело в том, что ствол не должен иметь коррозии. Если появилась коррозия, ствол выбраковывается. И он должен быть как зеркало. Наводят в сторону солнышка и смотрят, чтобы не было пятен коррозийных выемок на внутренней поверхности ствола. Но это я вам рассказываю классику в условиях мирного времени. Ну, военные, я думаю, что максимум это пробивка стволов с помощью щеток банника, либо с моющим раствором, вот, типа дизельного топлива, и смазывание их специальной смазкой для стволов. Вот таким вот образом. А насчет того, что проходят ли новые стволы обкатку они как ручное оружие. Ручное оружие тоже не все проходит обкатку. Ручное оружие отстреливается выборочно. Под полу идет партия, там 100 автоматов, допустим, берутся 2, 3, 5 автоматов, которые выборочно, там пальцем тыкнули на ящик, открыли, один взяли, и провели отстрел, почистили, положили опять в ящик. Вот так проверяется партия стрелкового оружия. Стволы артиллерийские проходят только технические испытания, стендовые испытания это называется. Почему? Потому что завод, который производит артиллерийские стволы, а артиллерийские стволы это все там от калибра 30 мм и больше, это все стволы. Для 30-мм автоматической пушки ствол он производится на одном заводе, а ставится на другом. Танковые стволы тоже на том же заводе производят. Один завод производит все калибры от 30 мм до 150 до 203 мм. Это один завод отдельный. И он может проводить только стендовые испытания. У него есть стенд для испытания стволов. На давление, на изгиб, на упругость точнее и на давление, на выдерживание давления. Все. Дальше процедура, эти стволы уходят на сборочные заводы, где их окончательно устанавливают. Либо на артиллерийскую систему, на пушку или на гаубицу, либо на самоходную установку артиллерийскую, либо на танк, либо в огневой модуль БМП БТР устанавливается этот ствол. И все. И дальше только никаких отстрелов, практических отстрелов не проводится. Если ствол технически соответствует нормам, плюс прошел стендовые испытания на заводе, который его произвел, он считается технически исправным и допускается к ведению огня из этой системы, для которой он был сделан, для которой он был предназначен. Вот такой вот порядок испытания ствола. Потому что отстреливать реально, это было бы просто, я не представляю, как, допустим, каждый танк, выходя из завода, выезжал бы на полигон для отстрела ствола этого танка. Ну что ж, на этом мы вторую часть нашего видео тоже заканчиваем. Это ответы на ваши вопросы. И у нас остается заключительная часть. Это обратная связь, ваши пожелания, комментарии и пожелания, комментарии и приветствия. Итак, первым в сьогоднішньому відео прозвучить следующее. Добрий вечір. Дякую за інформацію. Ви говорили, що Захід затягує війну, щоб максимально ослабити російський потенціал. Правда, шкода, що за рахунок наших життів. Але якщо це правда, то тоді вони повинні надати нам хаймарси дальної дії, щоб знищувати мобілізованих одразу. Ваши слова, да Богу в уши. Да, действительно, у нас есть информация, что либо вот-вот, либо уже появились боеприпасы «Хаймарс» дальностью до 150 километров. Производство фирмы Boeing. Фирма Boeing выпускает для «Хаймарс» боеприпасы с такой дальностью. Это боеприпас, это авиационная бомба, которая имеет реактивный двигатель. 130 килограмм тротила она несет и до 150 километров может летать. Так что видите, как говорил Остап Бендер, лед тронулся,
господа присяжные заседатели. Здесь я тоже также могу сказать, и как мы и говорили, боеприпасы начинают потихоньку приходить. Сегодня уже есть возможность пусков или стрельбы на 150 километров, завтра появится возможность стрельбы на 300 километров. Потому что вы абсолютно правы, сейчас Россия начнет, особенно к концу января, Россия начнет перебрасывать большое количество личного состава, которое она вот из этих 200-тысячной группировки, которые она сейчас готовит там на полигонах в России. Вот. И нам надо будет этот личный состав чем-то ликвидировать. Вот эти боеприпасы к нам и придут, уже начинают приходить. Кстати, даже крылатую ракету я вчера немножко ошибся. Switchblade перепутал с Brimstone. Точнее, Brimstone, Brimstorms. Это крылатая ракета с дальностью там, до 500 километров. И сейчас стоит речь на том, чтобы нам ее передать. Но она воздушного базирования. То есть ее можно пускать только с самолетов. Вот. А Brimstone это эти самые управляемые, точнее высокоточные ракеты с дальностью действительно 60+. Добрый день. Вы постоянно считаете, сколько можно перевести людей в вагонах. Но то, что я видел в телеграммах, ну в смысле телеграм-каналах, как везут российских военных в скотовозах, их по-нормальному можно посадить 40 человек. Но я увидел там, как их набивают там минимум по 100 человек в скотовозе. Ну давайте так. Чувствуется, что вы никогда, может быть, и служили в армии, но никогда не ездили в воинском эшелоне. Есть два типа вагонов для перевозки личного состава. Это вагоны плацкартные, которые, общие вагоны, так называемые. Это обыкновенный плацкартный вагон, только там предполагается, что все будут сидеть. В один вагон входит 100 человек. 81 посадочное место в этом вагоне. Вот 81 человека грузят в этот вагон. И таким образом перевозят. Если таких вагонов плацкартных нету, которые используются в качестве общего, нету общих вагонов, то тогда применяется так называемый людской вагон. Это обыкновенный товарный вагон, называется теплушка, его еще в народе называется. По документам идет людской вагон. Если теплушка 120 кубов, значит туда можно поместить до 100 человек. Нары справа-слева оборудуются в 3 яруса, могут в 4 яруса оборудоваться. Да, там между нарами 50 сантиметров, туда залазишь как в нору. В центре вагона стоит 2 буржуйки, ставятся справа-слева относительно дверей центральных. Истопники назначаются, и таким образом переводится личный состав. Если теплушка маленькая, там 90 кубов, она есть еще меньший людской вагон, то туда влазит меньше человек, не помню уже сколько по норме. Я ездил и в таком вагоне. Какие вагоны железная дорога нам давала под заказ для перевозки личного состава? Людской, это вот теплушка, либо пассажирский вагон общий, вот, который использовался для бойцов. Поэтому, да, они могут увеличивать норму и запихивать туда больше людей, чем он вмещает. Но это уже как бы отношение командования к личному составу. Но чтобы вы понимали, это называется людской вагон. Да, некоторые гражданские называют его скотовозом, потому что как бы вагон-то товарный, как ни крути. С Новым годом! Я из Венгрии. Я убежден, что не все в Венгрии являются сторонниками Орбана и его пропаганды. Слава Украине, слава героям, но пасаран. Я тоже так убежден. В каждой стране есть люди с разным мнением. Добрый вечер. В Германии очень много в эвакуации. Немцы хорошо присматривают за нашими людьми. Хотелось бы за такую помощь быть благодарными. Слава героическому українському народу, слава Вооруженим силам України. Доброго вечора, ми з Києва. Шановний Олег, через ваш канал привітайте людей з різних країн, що передають нам гуманітарну допомогу. Ми навіть в тилу занурені в справи воєнні і, мабуть, виглядаємо егоїстами.
Розмовляли з друзями з Лондону. Вони дуже хвилюються, чи достатньо в нас світла, їжі, необхідних речей. В Києві та області є все, що треба. Генератори в кожній школі, лікарні, біля кожного кіоску, супермаркети працюють, термінали, банкомати. На електротранспорті економлять електрику, але маршрутки, автобуси курсують. Світло, тепло є. Виручають, коли немає електрики, акумуляторні лампи та радіо на батарейках. Енергетики працюють вправно, так як і ППО. За кожну зруйновану будівлю, поранену чи вбиту рашистською ракетою людину, Раша заплатить сповна. Ось таке привітання. Ну, вот написали стихотворение. Постараюсь его воспроизвести, насколько смогу. Но считаю, что оно достойно того, чтобы его озвучить. Свобода. Сколько в этом звуке для сердца твоего слилось. Как жаль, что сквозь такие муки тебе свой путь пройти пришлось. О Боже, как же ты устала вести с безумием вечный бой. Невольным символом ты стала борьбы за право быть собой. Борьбы за право быть свободной, за право жить и созидать, за счастье своего народа, и нет уже пути назад. Пусть мир в твой дом вернется скоро, наступит светлая пора, и пусть цветут твои просторы от Харькова и до Днепра. И от Донецка и до Львова пускай шумят твои поля, свободной и единой снова будь украинская земля. Сильна и духом будь, и верой, пусть будет жизнь к тебе щедра. Для всего мира стань примером людского счастья и добра. Вот такое стихотворение написали в честь нашей страны, нашей рідної неньки Украины. Я беженка из Украины. Сейчас нахожусь в Польше. Мои муж и сын в вооруженных силах Украины. Муж вообще на первой линии обороны. Верю в вооруженные силы Украины и в нашу победу. Ну, низкий вам поклон за то, что ваша семья среди защитников нашей страны. Привет из Сухуми. Да здравствует Украина. Привет из Болгарии. Будьте живыми и здоровыми. Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, нашли на месте дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И это уже не человек, а волк, который будет рвать на части столько, сколько будет жить. А жить он будет долго, ибо он не ценит свою жизнь. Она ему не нужна. Ему не нужны деньги, ему не нужны ордена. Ему вообще ничего не надо. У него есть только одно – месть. Генерал Лебедь. Стійкості, віри у перемогу усім нам. Ну, скажу так, что месть не всегда самый хороший союзник солдата. Отсутствие страха у солдата может привести к его гибели. Когда человек теряет чувство страха, он теряет чувство самосохранения. Привет из Кыргызстана. Победу Украине. Вот такие вот приветствия прозвучали в сегодняшнем видео. Ну что ж, я на этом благодарю за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!